Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на обзоре Nicorex 8F. Кинокамера 70-х годов. Выпускалась, еще есть у нее вариант другой. Женя решил выслать мне этот вариант через видоискатель. И мы наблюдаем, что у нас происходит именно на кинопленке через объектив. Версия, где отстегивается и рядышком идут. Ну вот, спасибо за эту модель. Значит, что у нас здесь? Питание этой кинокамеры от 4 батареек пальчиковых. Они располагаются вот здесь внизу. И закрывается такой крышечкой с вырезом под штативное гнездо. Штативное гнездо металлическое, возле надписи Made in Japan. Частота кадров у этой кинокамеры 16 кадров в секунду. Формат пленки 2:8 с обычной перфорацией. Так, объектив у нас полностью открытая диафрагма 1,8. Фокусное расстояние 10 мм, объектив Nikkor. Ну, понятно, что я же говорю, что раньше все, если кинокамера выпускалась в Японии, вернее, разработалась, значит, не выпускалась в Японии. Если в Германии, то в Германии и так далее. Китайских подделок я не видел еще. Может быть, вы видели, ну, в Советском Союзе выпускали советские кинокамеры. ISO выставлялось, можно было выставить от 5 до 250. Это говорит о том, что кинокамера либо автоматическая, либо полуавтоматическая. В данном случае она автоматическая. Не полностью, можно вручную вводить диафрагменные числа. Очень интересно так сделано здесь в этой кинокамере. Вот. Прозрачное такое стеклышко, и там стрелочка у нас. Значит, в режиме как бы парковки рекомендуется установить обозначение буквочкой C. В общем, мануальный режим — это у нас от этой C, и можно двигать диафрагму вручную. Можно измерить экспонометром 1/30 здесь получается, 1/32, ну, 1/30 выдержка, и можно диафрагму установить уже вручную. Если вы желаете работать с автоматикой, переводите на буквочку А. Все, у нас работает автоматика. Сейчас я покажу, как она у нас. Но для того, чтобы активировать, нам нужно утопить вот эту кнопку. Мы ее утапливаем, у нас начинает срабатывать автоматика. Вот, посмотрите. Сейчас я переведу ISO в какое-нибудь более чувствительное. Вот, посмотрите. Нажимаю. Камера еще не крутит, но уже реагирует диафрагма. Можно обратить внимание, диафрагма у нас такая вот ирисовая. Фотоэлемент реагирует. Питание, кстати, идут шлет батареек типа RC53. Ну, можно 625 вот вартой вставить, и будет работать. Вот, пожалуйста. Диафрагмочка. Давайте посмотрим, где у нас находятся эти батареечки. Открываем. Так, с этой стороны у нас еще есть. Так я понимаю, что это дистанционный пульт управления. Это не фотовспышка, но разъем как под фотовспышку. Вскрываем крышку. И что мы тут видим? Оригинальная у нас тут, видите, катушечка.
Она же приемная, она же подающая, имеет две стороны с разной цветовой маркировкой и шрифтом. Когда она у нас на приеме, мы тут 4, значит, такие шлица. Так, в таком положении у нас будет приемная. Когда она будет уже подающая, то уже цепляем на этот ролик. Другой стороной не получится. Она не пустит ее. Батарейки, тут так интересно сделано, находятся аж здесь. Вот так, потайное место такое. Для того, чтобы их вытащить, нужно приподнять вот и вывести из углубления. Все, вот там у нас батареечки находятся. Они там сейчас немножко адаптированы под размер, который можно было найти. Это еще установил Женя, который мне подарил эту кинокамеру. И вот ее адаптировал. Дальше она закрывается вот таким движением. Очень все так четко сделано. Это у нас прижимной стол. Сейчас я его сниму. Вот так он выглядит. Прижимной стол. Видно, что кинокамера работала. Ну, частенько, то есть видно такие вот следы матовости от кинопленки. Но все равно она все такое зеркальненькое, видите, да? Nikon есть Nikon. Здесь есть надпись Nippon Kogaku Tokyo. Мне это нравится, что она здесь есть. Это надпись. Так, что у нас здесь? Подающий ролик. Это у нас такой приемный, или как сказать правильно, не буду говорить. Точно не могу утверждать, как он называется. Промежуточный, в общем, подтормаживающий. Он такой, ничего здесь не крутится, просто если намотка начинает наматывать приемная катушка сильно, то он как бы немножечко ее подтормаживает, чтобы она не выдирала из перфорации кинопленку, чтобы не было этих ползунов. Не знаю, как правильно назвать. Как в железной дороге, ползуны есть. Да? Так, это у нас передает, сколько осталось метров. Нажимаем на кнопочку. Вот на вот эту кнопочку нажимаем, и она у нас прижимается. После того, как даже если мы забыли ее нажать, у нас крышка ее нажмет. Давайте проверим. Крышечку опускаем. И вот мы смотрим, когда открываем, она ее нажала корпусом. Поэтому, если мы забыли ее, она немножко оттягивается вверх, для того, чтобы ее отвести от катушечки, от шпули нашей. Сейчас у меня, я вам просто сейчас продемонстрирую, как она работает на холостом ходу. Для того, чтобы ее запустить, нужно нажать сначала на чик и опустить его вниз. Вот она как тихо работает. Отпускаем. Если мы хотим снять самого себя, самосъемочку сделать, да, нажимаем, оттягиваем и вот в этом положении ее оттягиваем в обратную, как бы не даем возможность, чтобы она вернулась. Тогда можно снимать самого себя. И я так подозреваю, что в этом положении
Нет, скорее всего, что здесь я вот все думаю про вот этот дистанционное гнездо, вот это вот, как оно работает. Скорее всего, что ничего нажимать не нужно. Оно будет работать параллельно, скажем так. То есть вне зависимости, включено здесь или нет, нажимаем, оно пойдет работать. Я не пробовал, это мои предположения. Теперь принцип этой кинокамеры очень простой. У меня нет кинопленки сейчас засвеченной 2:8, а все, которые я проявил, уже разрезаны пополам. Поэтому попробуем на 16 миллиметров, то есть размер тот же, просто перфорации здесь через одну не хватает. Вот в таком виде кинопленки намотаны, что Фомапан сейчас, что Свема тогда еще. То есть Свема, она чувствовалась, эта надпись, если вы в темноте хотите зарядить, чтобы сохранить все свои почти 10 метров на кинопленке, а не 7,5 с учетом засвеченных концов, тогда в темноте заряжайте. Так вот она у вас. Втягиваете прижимной столик, заводим. Можно снять для удобства. И заправляем с обозначением единичка вверх. Все, вот в таком виде она у вас заряженная кинопленка. Счетчик метража, он либо вы нажимаете, либо крышка его нажмет, он прижмется. И здесь, так как здесь у нас меньше пленки, просто это тестовая, еще и 16-миллиметровая, то смотрим, сколько у нас счетчик показывает. А показывает он у нас, что у нас осталось, типа как отснято, 6,5 метров. То есть здесь показывает отснятое количество. То есть когда она полная, у нас показывает 0. Когда у нас она пустая, тогда показывает, что вот 7,5. И дальше end. То есть старт есть, обозначение end, обозначение. Когда у вас уходит уже в end, и вы даже услышите, что у вас кинопленка перестала как бы трещать. Ну тут я сейчас не могу показать звук ее, потому что она не будет ее тянуть просто. Потому что тут не хватает перфорационных дырочек. Перфорации не хватает. Нету пленки под рукой вот 2:8. Где-то была, не могу найти. А свежую не хочу. Не хочу засвечивать. Тогда, когда у вас заполняется этот приемная бабышечка, вот эта бобинка, данная у вас, вот в таком виде у вас будет выглядеть снятая кинопленка. То есть она будет вот так намотана. И для того, чтобы снять вторую, что это мы сняли только первую сторону. Как вот на магнитофонах, да, есть две стороны. На кассетных и на бобинных. Одна сторона, вторая сторона. Здесь тоже точно так же. Идет сначала снимается одна сторона, потом мы переставляем, оттягиваем счетчик метража, вынимаем подающая, которая у нас была. Теперь она становится у нас приемная. Мы переворачиваем ее, потому что у нас здесь 4 этих шлица, и вставляем ее на место приемной катушки. А эту мы переворачиваем и вставляем на место подающей. Таким вот образом, что у нас уже показано, что мы снимаем вторую сторону. То же самое нажимаем и заправляем в фильмовой тракт. Вот таким же образом. Таким образом мы снимем
вторую сторону. Закрываем крышку. Снимаем вторую сторону. После того, как у нас закончилась кинопленка, мы это услышим, и по счетчику кадров, по счетчику метража мы проконтролировали. Да, у нас показал индикатор, что он ушел в end. Сейчас я попытаюсь вам показать. Вот там вот у нас стрелочка, она ушла в end. Вот так будет выглядеть, когда у нас закончилась кинопленка. После этого можно ложить в коробочку кинопленку и отправлять на проявку. А та, что у нас освободилась катушка, оригинальная, никоровская, мы ее переворачиваем и кладем на ее первоначальное место. Вот такая вот у нас схема. Самое главное не перепутать и не вставить ее еще раз, снимать повторно. То есть, поэтому здесь есть своя катушка. Если у нас вернулась кинопленка на прежнюю, с которой мы начинали, значит у вас обе стороны сняты. Если у вас пленка на этой катушке, значит только половина снята. Имейте это в виду. А ту, которую вы отсняли уже с кинопленкой, вы коробочку заклеили там скотчем и обозначили, что она уже проявлена. Написать дату и какой тип. Там, цветная, черно-белая, там, чтобы знать, в лаборатории знали, что нужно проявлять, каким раствором нужно проявлять кинопленку. Так, вроде бы все по кинокамере. Очень тихо работает, очень нежно работает. Одним словом, Nikon. Так, что еще? Что еще? Ну, такая простая, что больше здесь и ничего. Здесь фокусировка, ну, от метра можно снимать уже смело. Я делал тестовые на просроченной кинопленке. Снимал как 10 ISO. Небольшой тестовый, ну, экранная копия, то есть как с экрана снимал видеокамерой, как снимает эта кинокамера, на просроченную лет 40 там, по-моему, пленки Орва. Можно было снимать как 5 на кинопленке Орва, и там у меня, ну, треть, наверное, получилось, а 2/3 кинопленки так, какие-то кадры есть, но очень слабые, потому что пленка старая. А так, по резкости, смотрю, нормально, хорошо получается. Нравится мне эта кинокамера очень тем, что она маленькая. Вот давайте сравним просто. Вот. Давайте вот сравним. Вот кинокамера. Видите, какая большая. Это Супер 8. Это тоже подаруночек от Жени. Такая она огромная. Она тяжеленькая, конечно. Так, это у нас весит 1550. То есть больше 1,5 килограмма. А это 703 грамм. Ну, 700 грамм. Более чем в 2 раза легче. Это я всегда взвешиваю с батарейками, потому что, ну, какой смысл взвешивать без батареек, если мы носим их с батарейками, да? Ну, в основном, конечно, батарейки надо вставлять щелочные, а не солевые, либо аккумуляторы. По индикации аккумуляторов тут, по-моему, нет ничего. По-моему, здесь ничего нет такого, чтобы узнать, насколько свежи они. Ну, всегда рассчитывайте на 10 пленок, так примерно. Один комплект батареек или аккумуляторов
по высоте 15 и по максимальному у нас тут 10, ну 10,3, 10,5, грубо говоря. Ширине, глубине 4,5. Вот такие вот размеры этой маленькой крошечной кинокамеры. Есть, конечно, много маленьких кинокамер, такие как «Экран» советского производства. У меня у самого первая кинокамера личная была. Это «Спорт 2». Это моя «Спорт 2». Первая моя кинокамера. Вот посмотрите, какая она широкая по сравнению с Никорексом. Да, она чуть меньше по размеру, но я имею в виду, но она очень широкая за счет того, что у нее батарейный, да, как раз батарейный блок. Вот видите, здесь он здесь расположен, а Sport 2 он здесь. Сейчас я вам попробую открыть и посмотреть. Что вот он, батарейный блок такой, а крышка вот так вот открывалась под отверточку либо под монетку. Здесь вставлялась батарейка на 4,5 вольта. Сейчас их, по-моему, не выпускает никто. Мы тут мудрили. Видите, все поокислилось уже. Тут вот контакт минус, а это плюс. Такие вот адаптеры продавались тоже под разные. Назывался это футляр. Они были двух видов. Я помню, во всяком случае, два точно. Вот желательно бы иметь именно на пальчиковых был еще футлярчик такой же. Был на пальчиковых, для пальчиковых батареек. А этот для других. Какой-то Ореол, Прима. Может, сюда 123 подходят. Проверим. Да. Вы представляете? 123. Единственное, что они имеют, конкретно это имеет 3 вольта, а должны быть по 1,5. А вообще литиумные такие 3,6 вольта. Это конкретно это феррумные 3-вольтовые. 3 вольта, 600 миллиампер. То есть, если сюда одну пустышечку вставить, нет, но все равно многовато будет 6 вольт. Просто можно этот корпус переделать под пальчиковые аккумуляторы. Тут тоже есть счетчик метража. Тоже есть вот эти вот 0 старты, вернее старт и конец. Вот такая вот она кинокамера. Такой же принцип. Вот у нас, видите, счетчик. Тоже работает, все нормально. Да, когда заполненная, пишет сколько, в общем, сколько осталось. А, здесь наоборот, здесь сколько осталось. И идет к нулю. Сейчас, секунду. Да, все правильно. Когда она полная, она показывает 7,5. А здесь наоборот. Здесь наоборот, когда она полная, она показывает 0. А в этой кинокамере у нас показывает отснятое. Сколько отснято метража. А в этой сколько осталось метража. Тоже снимается прижимной столик, тоже такой хорошо полированный. Очень так хорошо. Вот здесь видите, как видно. Две стороны. Вот сторона верхняя, она не снимается. И вот сторона нижняя, она снимается. Тут тоже один вращающий, который подает, да, вот этот ролик. А этот вообще резина здесь надета.
То есть, когда у вас приемная катушка сильно туго может натянуться, да, то резинка просто застопорит ей как бы в этот момент, и она не сможет ее вырвать из фильмового тракта и не сделает смазы. Вот сейчас мы посмотрим, проверим. Вот как они выглядят. Иномарка и в советском исполнении. Вот они такие. Однотипно. Да. То есть это снимает 2х8 с обычной перфорацией. И это. Только тут батарейный блок. Он рядышком с кинопленкой, а здесь внизу кинопленки. Тут тоже никаких резкостей не наводится. Здесь, кстати, видоискатель, видите, рядышком. Диафрагма здесь ручная. Тут постирались, мы уже там нацарапали сами, потому что постирались диафрагменные числа. И мы уже так, пока они еще были видны, мы их царапнули, чтобы не потеряться. Тут начинается с 2,8, получается, да, с 2,8 и до 16. Здесь тоже до 16, с 1,8. То есть здесь лучше видит, лучше объектив видит, чем здесь. Но снимала, это моя первая кинокамера. Она была с ручкой. Дополнительно можно было прикрутить, чтобы снимать в полуавтоматическом режиме. Такая вот накладка была сверху. Вот в этот паз вставлялась. И когда мы крутим, подстраиваем фотоэкспонометр, то чтобы стрелочки совпадали, и тогда у нас как бы типа как правильно. Но там был другой, там селеновый этот фотоэлемент был, и он со временем теряет свою чувствительность. Ну и вообще у меня он пропал, потому что так произошло, что я лишился и ручки, и там фильтров, там всего этого я лишился. Катушечка здесь тоже идет. Тут на 3 и тут на 3. Вот в чем разница, видите, да? То есть для того, чтобы на эту снимать, тут уже как бы вот так нужно устанавливать, вот этой стороной. Даже не вставляется. Не вставилось. В общем, вот вставляется, здесь вставляется тут 3, тут 3. То есть, когда она новая, она все правильно вставляется. Вот свема. Вставляем. А эта должна иметь, видите, я здесь сломал. И сделал ее гладкой, чтобы в темноте я мог ощутить, что это не вот эта ребристая, а именно вот такая вот, что это та, что находится постоянно в камере. И вот у меня здесь на 3, она как приемная, потом я ее переворачиваю, и она тоже как бы на 3. Поэтому выломан здесь вот. Есть такие же катушки, где там тоже 3 и 3. Специальная вот, для приспособления. Скорее всего, она тоже была, но мне не попалась, не досталась мне такая катушка с этой камерой, не шла. Видимо, я купил с рук еще в 86 году. Как было, так было. Вот такая вот тоже кинокамерка. Спорт 2. Заряжалась очень легко. Видите, тут даже тут немножечко так вот нужно как бы. А здесь вообще проблем нет. Гуляй не хочу, называется. И все, вот так вот оно заряжалось. Прижимной столик тоже.
Чем хороши вот эти кинопленки с обычной перфорацией, тем, что они практически не застревают ничего, то есть работают очень хорошо. Супер 8 уже такие более капризные, потому что там мельче перфорация, нужно точно попасть во все эти. 2/8 очень такие непривередливый формат, и все вот эти кинокамеры как бы работают без проблем. А Супер 8 бывает, что там чуть-чуть не достало, чуть-чуть это, и оно уже пошло. Так что вот. Как бы тоже рекомендую, если у кого-то есть желание, можно купить вот такую вот кинокамеру Sport 2 или Sport 3. Я думаю, что единственное, что вот с этими, как я вам показал, там, какой-то придумать, припаять что-нибудь, это не проблема тоже. Сейчас все можно, все минимальное, все можно адаптировать. Это громко работает. Сейчас просто не могу ее запустить. Надо, я же говорю, надо адаптировать что-нибудь. Это, конечно, очень тихо работает. Она даже в открытую работает тихо. Тихо, нежно. А когда закрыто, еще тише. Конечно, с кинопленкой немножко трещит больше. Немножко идет треск такой, потом она, когда вот пленка заканчивается, вот такой у нее шелест такой спокойный идет. Хорошая кинокамерка, я ее очень люблю. Таскаю ее так частенько с собой. Я, конечно, все свои кинокамеры люблю. Вот это тоже очень хорошая кинокамера. Спасибо моему другу Евгению за такой подарок. Тоже очень люблю эту кинокамеру, очень резкая, зум хороший, все работает в ней. Громко работает, конечно, по сравнению с этой. Но это другого класса уже. Это уже и как бы и зум здесь, и тут и резкость повыше, и формат Супер 8, и кассетная. Все, друзья, вот это наша кинокамера на сегодня. Мирного неба над головой. Любите свою семью, свою страну. Уважайте законы. Как говорят, да, если не знаешь, как поступить, поступай по закону. І все буде гаразд. Все буде окей. Все, до побачення, до нових зустрічей.